Если я читаю под видео комментарий: Вадим, а какой твой станок на постоянке? С точностью и с вероятностью 101% это новичок. Я, к сожалению, не могу себе позволить бриться любимыми вещами, потому что на каждом бритье, каждый раз они новые. И практически не повторяются нифига совершенно. Еще в одном я неволен: выбирать то, чем хочу бриться. Я бы с удовольствием брился тем, что мне нравится, через раз да каждый раз. Но вот сами посудите, вот сейчас есть крышка, новая крышка, которая, если оправдает мои надежды, если она подтвердит то, о чем я думаю, эта крышка кардинально изменит старт, первую версию старта. Докупив такую крышку, люди смогут из одного набора своего full сета получить два, потому что первый будет со стандартной крышкой, второй будет с этой. Но это в том случае, если это подтвердится. Но это же нужно испытать, это же нужно побриться. Значит, приходится все отметать. Ну ладно, хорошо, этим побрился, возьми что-нибудь другое. Нет, ребята, не получается. Потому что вчера только получил известие от производства, что к концу недели пяткой в грудь себя ребята бьют и обещают к концу недели отдать регулируемый станок. В двух вариантах. Максималка 1.3, 1.5. Надо испытывать? Да, надо. За одно бритье сможешь? Да нет, конечно, не смогу. И опять все отодвигается. И все это тоже нужно запускать производство. Ладно, тот станок побрился. Когда-то давным-давно, уже, наверное, недели 2-3 назад, Константин, за что ему огромное спасибо, прислал две шаветки, Паркер и китайского No Name. Их тоже нужно показать, и тоже хотелось бы попробовать. Урмас, добрая душа, уже больше месяца назад подарил гем Ever Ready. Великолепная упаковка, великолепное качество. У меня до сих пор еще не дошли руки его показать, потому что реально некогда. И уже к существующему гему еще одна добрая душа, Сергей, присылает, сегодня только распаковал посылочку, в ней не только еще два гема, сейчас еще покажу кое-что, но их тоже надо как-то показать. Плюс вот такой еще красавец гем, Микроматик, его тоже хочется показать. Это не мои вещи, их нужно будет отсылать обратно, бесконечно долго они у меня не могут находиться. И так, осторожно, тут, к сожалению, крышечка, вон, видите, маленечко. Но это не в дороге, видимо, это уже было так. И плюс ко всему, то мыло, которое мы испытывали уже, которое я так восторгался, Серега присылает еще две баночки. Посмотрите, какая прелесть. И лезвие для микроматика. Но это что же хочется показать. И уже совсем давно, наверное, недели 2 назад, еще одна добрая душа, Дмитрий. Посмотрите, какого красавца немецкого Аполло прислал. Вы когда-нибудь видели такие станки? Я нет. Я беру вот этот станок, у меня он шерстят дыбом сразу поднимается. Хочется показать? Да, конечно. И тоже не мой, тоже нужно отсылать обратно. И это еще не все, что я вам показал. Там есть еще станки, которые я должен показать и отправить людям. Ильяс, я про тебя говорю. Спасибо, что понимаешь, что ждешь. Испытаю, отправлю обязательно. И на этом фоне два вопроса. Вадим, какой твой станок на постоянке и когда побреешься клинком? Ребята, я не знаю, что на это ответить. Я, к сожалению, не волен в большинстве своих случаев выбирать. И это связано не только с этим, наверное, еще и с другим. Есть очень много вещей интересных во флажном бритье, которые любой из вас, совершенно любой, вот любой, мог бы попробовать, испытать и сделать для себя, допустим, там основным вариантом, а я не могу. О чем я говорю? Да, к примеру, о том, что вполне себе каждый из вас может научиться бриться жилетом на сет, к примеру, не 2, не 3, не 4 раза, не 5, не 10, не 30, не 50. Ребята, 250 раз. Одним лезвием. Вы скажете, брехня? Это невозможно. Ребята, возможно. А вот об этом
Я вам сейчас расскажу. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Почти бритье. Урмас, великий сын своего эстонского народа, пытливый ум, неугомонная душа, он не единственный. Сколько у нас на Руси таких людей, сколько на Украине, сколько их вообще по миру, их очень много. Есть такие люди, которые всегда пытаются достичь чего-то большего, нежели это могут, не то что думают другие. Многие просто пользуются так, как пользуются, как им удобнее. Они думают, что это в принципе-то им достаточно. Возможно, да, можно как-то по-другому, но они так делают. Но не все, не все. После того, как мы с Урмасом на эти выходные переговорили по скайпу, я понимаю, что это не только в нашем ближайшем ореоле, но и за бугром. Потому что он мне показал видео одного, то ли американца, то ли еще кто-то, по-моему, англичанин. На английском трындычит. Но судя по ванной комнате, это все-таки больше Америка, но там в Англии не такие, они большие. Так вот, весь смысл, о чем мы разговаривали, о чем пластались, это то, что в первоначальной теории, о которой говорил Урмас, что вбивая пену, там нужно держать только мыло и минимум воды, потому что работает в основном мыло. А вода, та, которая есть, мы и так лицо увлажняем, она перейдет в кожу, увлажнит, все будет нормально, все хорошо. Сейчас он ее в корне пересмотрел, я с ним согласен, потому что если сделать такую пену, она получается чрезвычайно плотная. Хорошо? Да. Да многие из нас это делают каждый раз и не парятся сильно, да. Но если вы возьмете станок, и попытаетесь бриться, да, конечно, вы побреетесь, но вы с удивлением обнаружите, что остается очень много пены и много шерсти, ну, в смысле щетины. Причина проста. Продавить такую пену гораздо сложнее, гораздо тяжелее. И хотим мы того или нет, нам приходится нажимать на станок. Ну, а любое нажатие, ты мой сладкий. В нашей семье я главный гинеколог-акушер по кошачьей части, и где-то, наверное, за неделю до того, как кошкам окатиться, они начинают за мной увиваться. Роды принимаю я. Софочки рожать в конце сентября. Какого она за мной сейчас решила увиваться, я не знаю, ребята. Но вот уже который 4-й день, она с меня с живого не сладит, куда я, туда она. Все на меня залезть, все на меня забраться, на коленках посидеть, куда-нибудь еще, куда-нибудь еще. Ну вот такой вот ребенок. Ребенок, ты мне дашь видео снять? Ну, ты мордочка моя. Ну все, давай передавай всем кошатникам, дальневосточникам, Зоеньке, всем привет и давай беги, хорошо? И ты, морда моя сладкая, давай. Так вот, нам приходится давить, и как только мы это начинаем делать, вот тут-то мы и начинаем травмировать свой эпидермис, свою кожу. Все те вещи, которые мы слышали, наверняка и вы, неоднократно, что новичкам, вот берешь 2 пальчиками и вот так вот аккуратно. У большинства из нас просто не выходят. Мы так не можем. И многие говорят, да, приходится давить. Я в том числе, я так говорил. Да, приходится давить и вот там, чтобы побриться. Но не все так делают. Я сейчас лучше начинаю понимать Александра Тернавского. Он когда-то, давно уже, наверное, может быть, более полугода назад тому, сказал, что его любимая пена – это настолько жидкая, насколько она в состоянии держать свою фактуру. Вот еще каплю добавь, и она побежит. Вот так человек делает пену. А я теперь начинаю понимать, почему. Потому что в такой пене сохраняется тот максимум свойств, которые мы ждем, собственно, от мыла. При всем при том мы сохраняем минимальную плотность, и эта плотность не мешает нам бриться. Нам не надо давить. Тот человек, ссылку которого вы обнаружите в описании под видео, это вот, собственно, с чего и началось, достиг своего какого-то рекорда, максимума, еще чего-то. И, может быть, даже он еще и продолжится. Может быть, это будет еще и дальше. Ребята, 250 раз побриться лезвием, неважно каким, лезвием. Ну вы согласитесь, но лично вот для меня это был шок, культурный нонсенс. То есть, ну как так? Мы все тут обсуждаем 2, 3, 4, 5, кто-то говорит, о, 10, да, 10, и то вот такие глаза делаем, да как так-то? 250 не хотите? И возможно еще дальше пойдет. Вот такие, брат, дела.
не давить это, во-первых. Сделать необходимо достаточную пену для такого бритья. Это во-вторых. Это может сделать любой из вас. Буквально любой. Тот, которому это интересно, тот, который найдет в себе достаточно мужества, духа, заморочиться на эту тему и просто путем проб и ошибок пройти этот путь, как прошел тот дядька, видео которого вы можете посмотреть, и сам достичь этого. Я не могу, ребят. Потому что, на мой взгляд, делая вот такие вещи, во-первых, нужна усидчивость и время в первую очередь. Потому что, ну, как вам сказать, если это делать, то это делать нужно с одним продуктом, тем продуктом, который вы считаете, он подходит на эту роль. И с тем инструментом, к которому вы привыкли, который вы любите, который соответствует вашей фактуре, вашему лицу, свойствам вашей кожи. То есть вот. Но у меня-то, видите, у меня каждый раз все разное. И не случайно я бреюсь 2 раза в неделю, потому что начни я бриться чаще, ну, разными лезвиями, разными станками, разными мылами. Я даже думать не хочу, что у меня было бы с лицом. Поэтому вот как-то так. Это живой пример того, что наше влажное бритье – это еще не до конца познанный мир. Это очень большие возможности, это очень большая вариативность. И это очень-очень-очень красивый мир. Потому что то, что я вам показываю, тэшки, время от времени клинки, шаветки, но, ребята, это же не все. Есть еще кассетники, есть еще электробритвы. Да что там еще есть? Ну дофига чего есть. И это все то, чем бреется человек. И это очень интересно. На ровном месте, с куска мыла, человек достиг такого результата. 250 раз побрился лезвием Sunset. Причем он, ну там он делает некие оговорки, что он никогда не берется за РК, что он никогда его не протирает, просто споласкивает и сушит. Ну там вот видео посмотрите, включите субтитры, кто там, ну разберетесь, короче. Но человек же сделал. Сделал, заморочился и сделал. Может быть, пройдет совсем немного времени, и кто-то из вас напишет мне или на почту, или в ВК, или в комментариях, кусочек видео пришлет, скажет: а чё, Иванов, легко. Викторович, вот смотри, на тебе. И я вам всем покажу, что кто-то из нас такое может тоже. Интересно, очень интересно. Ну а в завершении хочу пожелать нам всем не только добра, счастья, радости и здоровья, но и, наверное, возможно, все-таки хоть какую-то толику терпимости, потому что вот так агриться и вот так, как-то, знаете, с кондачка набрасываться на людей, которые с вашей точки зрения что-то говорят не то, ну, может быть, не стоит, потому что, ну, возможно, в его словах тоже есть какой-то разум, какие-то зерна какой-то там истины. Ну, кроме, конечно, той конкретной чуши, которую сразу видно. Я хочу сказать, что в бритье у каждого своя правда. И каждый, выбирая эту правду для себя, ей радуется, ей довольствуется. Я в том смысле, что если у тебя есть своя правда, не надо критиковать и кричать на другую, потому что она тоже же кому-то радость приносит. Пускай это не твоя правда, его, но ему-то она радость приносит. Я вот об этом. Ну все. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Богу здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и удачи. Удачи в мире познания влажного бритья на все последующие годы. Пускай у вас все получится. Все. Пока-пока.